Сегодня готовим шифоновый бисквит. Рецепт очень простой и бюджетный, готовится без разделения яиц на белки и желтки. А в результате получается нежнейший, пышный, очень мягкий и влажный бисквит, который даже не нуждается в пропитке. Сначала все подготовим. Все ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. Перед началом приготовления сразу подготовим формы для выпечки. У меня 2 кольца диаметром 20 см, которые я обернула фольгой, чтобы тесто не вытекло. Смазывать кольца ничем не нужно. Духовка тоже должна быть заранее разогрета до 170 градусов. Теперь подготовим сухие ингредиенты. Пшеничную муку высшего сорта соединяем с разрыхлителем и просеиваем через сито. Для бисквитов лучше использовать муку со слабой или средней клейковиной. Не более 11% белка пшеницы на 100 граммов. Эта информация всегда есть на упаковке. Добавляем щепотку соли и хорошо все перемешиваем венчиком. В сухие ингредиенты также можно добавить и любые пряности, если хотите добавить какие-то вкусовые акценты. Далее яйца помещаем в дежу миксера. Сразу высыпаем весь сахар и ставим взбивать на скорости выше среднего. Не оставляйте сахар на яйцах, иначе желток начнет гореть и останутся комочки. Я взбиваю на 7 скорости из 10. Взбивать нужно до густой пышной массы. Правильно взбитая яично-сахарная масса должна стекать с венчика ленивой лентой, оставляя на поверхности след, который не растекается в течение нескольких секунд. Теперь откладываем часть взбитой массы в отдельную емкость и тщательно перемешиваем с растительным маслом. Важно, чтобы растительное масло было без вкуса и запаха. Сначала масса будет расслаиваться, но в один прекрасный момент превратится вот в такую гладкую, блестящую и красивую однородную массу. На данном этапе при желании можно добавить лимонную или апельсиновую цедру. Переливаем эту смесь к остальной яично-сахарной массе и аккуратно перемешиваем, буквально 2-3 движения лопаткой. Далее в 2 захода всыпаем сухие ингредиенты и замешиваем бисквитное тесто. Перемешиваем только вручную, без миксера, круговыми движениями снизу вверх. Чем дольше мы вымешиваем, тем хуже для теста. Тем больше воздуха теряется и тесто становится более жидким. Поэтому делаем это очень аккуратно, но быстро. Это бисквитное тесто не должно стоять и ждать. Нужно сразу распределить его по заранее подготовленным формам и без промедления отправить на выпечку. Отправляем бисквит в заранее разогретую до 170 градусов Цельсия духовку и выпекаем 25-30 минут на среднем уровне духовки. Ни в коем случае не открывайте духовку первые 20 минут. Готовность бисквита можно проверить сухой лучиной или нажатием на середину. Она не должна проваливаться. Свежеиспеченные бисквиты лучше сразу перевернуть на решетку вверх дном, чтобы они не начали оседать от резкого перепада температур. Даем им остыть до той температуры, при которой нам будет удобно их извлекать. А затем снимаем фольгу и вырезаем бисквиты из колец. Дорогие друзья, чтобы мы с вами друг друга не потеряли, обязательно подпишитесь на мою группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен и телеграм-канал. Все ссылки в описании. Бисквиты получаются очень нежные, воздушные, с влажной мелкопористой текстурой. Каждый бисквит можно разрезать вдоль на 2 части и приготовить торт из 4 коржей. Этот бисквит у меня с добавлением апельсиновой цедры. Убираем бисквиты в холодильник в пищевой пленке или в одноразовых пакетах минимум на 6 часов, чтобы влага в них равномерно распределилась. А еще лучше оставить на всю ночь. Тщательно завернутые пищевой пленкой бисквиты можно хранить в холодильнике 5-7 дней, а в морозильной камере до 2 месяцев. Следите, чтобы рядом не хранились активно пахнущие продукты, так как бисквит очень хорошо впитывает запахи. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видео.